Судно «Атага» Королевского флота Новой Зеландии попал в 12-бальный шторм. В 2017 году судно находилось на трехнедельном патрулировании в Южном океане, когда оно столкнулось с сильной волной и сильным ветром. Судно «Атага» Королевского флота Новой Зеландии разбивалось о волны во время шторма. Волна была высотой более 20 метров в Южном океане. Сильные волны в дикой природе и продуваемый ветрами океан под Новой Зеландией, простирающийся через пресловутые широты, получившие названия ревущие 40-е, неистовые 50-е и кричащие 60-е, уже представляют большую опасность для кораблей. Когда судно «Атага» встретил несколько высотой более 20 метров, офшорное патрульное судно водоизмещением 1900 тонн едва не перевернулось с 75 людьми на борту. В следующем 2018 году самая большая волна, когда-либо зарегистрированная в южном полушарии, 23,8-метровый гигант, образовавшийся в разгар огромного глубокого шторма, была измерена буем, пришвартованным у острова Кэмпбелл. В разгар зимы эти волны огромны. В среднем более 5 метров, регулярно превышают 10 метров, а иногда, вероятно, достигают более 25 метров или эквивалентной высоты 16 автомобилей, поставленных друг на друга. Все, что выше 20 метров, очень опасно для судов. Когда корабль Королевского флота Новой Зеландии участвовал в поисках членов экипажа 14-метровой яхты «Басиорг» в 2012 году, то ему пришлось повернуть назад из-за погоды, которую капитан назвал худшим штормом, который он когда-либо видел за 19 лет. Волны достигали 14 метров, вынудили Веллингтон развернуться на полпути к субантарктическим островам. Корабли, как правило, преодолевают сильное море, плывя лоб в сторону, откуда приходят волны. Шторм в море или океане – это серьезное испытание для капитана военного корабля. Военные корабли идут иногда в самое сердце шторма, несмотря на предупреждения операторов с берега. Иногда так бывает. Сила ветра в море определяется по 12-бальной шкале, разработанной еще английским адмиралом Бафортом. Для кораблей шторм опасен, так как приходится бороться с двумя стихиями одновременно – неистовым ветром и взволнованным морем. Для судов опасна не абсолютная высота волны, а ее форма и крутизна. 12 баллов – это когда ураган со скоростью ветра 32,6 метра в секунду. Высота волн более 16 метров. Исключительно плохая видимость. Воздух наполнен пеной и брызгами. Все море покрыто полосами пены. Иногда погода вносит свои коррективы в жизнь на судах. В частности, всех членов экипажа кораблей. Стоит отметить, что в суровых условиях не помешало экипажу проверить надежность крепления оборудования и грузов на кораблях, что также является довольно важной задачей. Судно «Атага» Королевского флота Новой Зеландии благополучно пережило шторм, обошлось без пострадавших и добрался к месту назначения. Военный корабль – судно, входящее в состав военно-морского флота, имеющее возможность выполнения боевых либо специальных задач, независимо какие погодные условия. Корабль обладает вооружением и другой военной техникой, имеет экипаж, находящийся на военной службе, и несет военно-морской флаг, определяющий его государственную принадлежность. Для военно-морского флота корабли представляют собой его корабельный состав, их вооружение является основой боевых средств.